Всем привет! В сегодняшнем видео сделаю обзор на кремообразную краску от компании EEXI. Краска называется Best Creme. Сам материал для обзора предоставил магазин АТК. Ссылку оставлю под видео. В общем, расскажу, где ее можно применить. Покажу, как она наносится. И уже несколько изделий в конце видео покажу, где применил данный материал. Само средство Best Creme это не совсем та краска, которая есть в нашем понимании, которая делает сплошной окрас и которой можно перекрашивать изделия в другой цвет. То есть это больше тонер. То есть с помощью этого средства можно добиться другого оттенка на уже окрашенной коже. Плюс это средство, оно дает такой эффект античности из-за того, что наносится неравномерно. Значит, есть различные оттенки, они маркируются, и уже у консультанта в магазине можно подобрать себе какой-то нужный под свои задачи. Что нам нужно для самого нанесения? Естественно, это изделие или же кусок кожи, который мы хотим изменить оттенок. Сразу рекомендую взять какую-то подложку, бумагу или, допустим, как вот у меня пеленка, которые будут впитывать краску и не дадут испачкать нам рабочую область. Перчатки, чтобы не испачкать руки. Для нанесения можно использовать морскую губку, но в данном случае я не совсем рекомендую это делать из-за того, что это не совсем бюджетный вариант. То есть нам, получается, нужно вот такую вот губку будет закрепить за конкретным оттенком краски. Поэтому я в таких случаях использую обычный мелкозернистый поролон, режу его кусочками, покрасил и выбросил. Так, следующее. Нужна краска с определенным оттенком. Раньше они присылали вот такие вот баночки без инструкций, без ничего. То есть это первый образец, который я сначала протестировал. Сейчас прислали уже другую баночку, на которой есть такая вот подробная инструкция. Очень удобно, если никогда не работали с такими средствами. Здесь все понятно. И можно почитать и легко работать с этим кремом. Основная хитрость, на мой взгляд, в нанесении подобных различных кремообразных средств для кожи, это то, что перед работой губку нужно намочить. Намочили, отжали и уже приступаем к работе. То есть раньше я это все делал сухой губкой, крем быстро сох, получались различные разводы, и изделие или кусок кожи он уже был испорчен. Всегда рекомендую перед тем, как набирать крем, его немножко перемешать. И теперь можно работать. Значит, набираем крем на губку, вымакиваем его, чтобы не было эффекта первого касания на изделии, когда мы можем оставить большое пятно, которое потом не уберет. Вот, и наносим. Значит, можно круговыми движениями, можно какими-то параллельными линиями. То есть все зависит от вашего вкуса, от задач каких-то. Вот, чем больше мы, например, набрали крема, тем будет более темнее оттенок. Со временем мы можем это все растирать и добиваться каких-то неравномерностей, добиваться более прозрачного оттенка. То есть какое-то определенное время крем он не застывает, и мы можем
какую-то вот ситуацию там исправить. К примеру, если нанесли очень много, мы это все можем растереть. Это несколько минут после нанесения. Здесь вот покажу. Так вот круговыми, допустим, если наносить. Если нужен оттенок более насыщенный, набираем еще. Прошло минут 15. Краска высохла, впиталась. Сложно, вот такой вот эффект получился. Где делал круговые движения, здесь потемнее. В общем, скорее всего, хоть набирал я и немного, но достаточно такой интенсивный оттенок получился. Вот здесь вот особенно нанеслось много краски. То есть ее можно еще сильнее растирать, тогда будет эффект более явно выраженный. Вот. И очень мне нравится, как эта краска наносится на текстурные такие кожи, неравномерные. Последним этапом в процессе окрашивания вот рекомендуют поверхность затереть щетками. Желательно натуральными, но у меня натуральной нету, поэтому обычно вот такой пользуюсь. После этой операции сама краска и поверхность кожи, они приобретают определенный блеск. Вот что здесь, это все видно. Можно после этого не наносить никакой финиш, но вообще рекомендуется обрабатывать поверхность потом еще воском Карнауба. У меня воска нету, и в принципе наносить его нечем. То есть это обычно в каких-то производственных условиях это все делается. Я еще вот на некоторых изделиях наношу какой-то финишный крем. И вот, собственно, что у меня получилось при работе с этой краской. Я ее наносил менее плотным слоем, то есть более светлый оттенок получил. Это коврик под мышку. Изначально кожа была вот такой вот. После нанесения этой краски, вот видно такую неравномерность. Эффект достаточно красивый получается. Потом я сделал ручки на свои ножи. Тоже как бы интересно вышло. Ручки без финиша, просто под этой краской. Вот. И такой вот еще пошил кошелечек. Здесь изначально был прокрас, вот, видя такие темные участки, это было прокрашено черным. Изначально неравномерный окрас самой кожи, плюс вот эта вот текстура, теснение под крокодила. И сама краска легла достаточно эффектно. Вот, получилось такое изделие. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.